Сегодня 10 мая. Мы приехали из Кракова сегодня в город Бельска-Бяла, чтобы посмотреть, как в 2022 году такой достаточно большой город сохраняет свою историю, как история разных стран, которые переплелись в этом городе, сохранилась в его архитектуре, улицах и так далее. Но хотелось бы сейчас сказать спасибо большое спонсорам этого канала и вообще всем, кто поддерживает его. Благодаря этому мы сегодня приехали сюда. Подписывайтесь и пошли смотреть город. Город находится рядом с Чехией, рядом со Словакией, плюс река его раньше проходила по границе Малопольского воеводства и Силезского воеводства, сейчас город полностью входит в Силезское воеводство. В общем, мы хотели посмотреть, как вот разные страны и другое воеводство повлияли на внешность и тип самого города, но впечатления у нас неоднозначные. Чтобы доехать из Кракова в Бельска-Бялу, мы пошли на вокзал, сели на поезд, ехать надо было около 2 часов, но там почему-то очень странная пересадка, то есть вы где-то полчаса едете на поезде, потом вас по тому же самому билету всей толпой высаживают из поезда и перевозят в автобус. Дальше вы едете где-то 1,5 часа или больше в автобусе и, наконец, приезжаете в Бельска-Бялу. Почти сразу бросилось в глаза, что город выглядит совсем по-другому. И архитектура, и строение улиц, потому что город находится очень близко к горам, и он не пологий, и каждая улочка, она то вверх, то вниз, и поэтому, на самом деле не знаешь, какой будет следующий пейзаж перед тобой откроется за каждой улочкой, и это очень интересно. Мне очень нравится, на самом деле, приезжать в города, не читая заранее ничего практически. Это и ленивый способ, но в нем есть смысл. Чтобы вот когда ты приехал, и ты гулял по улицам без плана, был открыт вообще ко всему новому, что перед тобой возникает. А когда ты читаешь заранее, там составляешь список себе интересных мест, у тебя есть всегда какие-то ожидания, что ты хочешь видеть, у тебя есть план, у тебя, когда есть ожидания, ты можешь разочароваться. Так, когда ты готов ко всему, ты просто идешь и впитываешь какие-то красивые вещи. Например, вот как только мы вышли из хостела, и мне сразу понравились первые улицы, которые я увидела, потому что какие-то они были очень летние красивые, что ли, я не знаю, как сказать. Плюс там находились очень красивые муралы. А еще я люблю, когда гуляешь, и город, он с тобой разговаривает. То есть, когда на зданиях или достопримечательностях расположены надписи, которые читабельные и интересные, о том, что это за достопримечательность. Или вот, например, кто нарисовал этот мурал, можно было посмотреть по QR-коду, там, информацию, в рамках какого фестиваля это было, или кто художник. И ты идешь, и ты сам будто бы город для тебя это выставка, музейная большая экспозиция. Вот мне кажется, с таким подходом очень интересно, по крайней мере мне, гулять по городу. Плюс еще город, что весь такой находится то вниз, то вверх, то все время открываются какие-то интересные площадки. И на самом деле, даже если нет плана, то рано или поздно ты всегда выходишь к основным достопримечательностям. Вот мы вышли на первую площадь с красивым старым дворцом, но, честно говоря, вот иногда старые кофейни или какие-то рекламы портят вид. То есть на самом деле город, у него видно, что восстанавливаются какие-то здания, все ремонтируется. И это выглядит, понятно, что город вкладывается деньги, они стремятся как-то воссоздать все, что было, и какой-то красивый вид. Потому что на самом деле вот эта улица, она какой была там, судя по гравюре в 1915 году, такой ее оставили сейчас. Мне кажется, что очень важно и хорошо. Плюс то, что каждая улица, из-за волнистости я в 500 раз это скажу, открывает все время интересные виды. То на горы, то на какие-то еще площадки. Но какие-то старые рекламы или немножко какая-то грязь или какие-то старые кафе, они слегка портят вид и впечатление от города. Но мы пошли дальше, потому что город интересен тем, что это Бельска-Бяла, это изначально были 2 разных города, и получается, что в городе есть 2, условно, центральной площади. Мы пришли в центральную площадь Бельской, и она уже больше напоминала типичную польскую центральную площадь. Красиво. Я уже достаточно, наверное, избаловалась и привыкла к этому. Мы пошли по переулкам и увидели очень красивый собор, который строили, по-моему, итальянские архитекторы, что в этом видно. Но самое красивое для меня не в этом соборе, простите уж за это, а то, какой за ним вид открывается на горы. Когда город окружен горами, такими красивыми, очень хотелось посмотреть, как же это выглядит сверху. Поэтому мы из центра города выехали на автобусе до канатной дороги.
Там тоже такой располагается очень красивый лесной парк, можно покататься такой на санках, там, ну, то есть достаточно интересно для времяпрепровождения. Мы подошли к канатной дороге. Оказалось, что она стоит не очень дешево, но вид с нее, с самой канатной дороги, когда едешь в кабинке, открывался достаточно красивый. Но когда мы прибыли наверх, я оказалась не очень довольна. Потому что проезд стоил недешево. При этом поднимаешься наверх, и ты ждешь, что перед тобой откроется какой-то вид, ну или ты дальше пойдешь в гору, и там откроется какая-то площадка, с которой будет видно, там, не знаю, красивый вид сверху. Но площадки не было, было только кафе, а все окружено лесом, и как бы ничего не видно. Там есть одна смотровая площадка, но за нее надо платить отдельно, чтобы подняться. То есть они построили смотровую площадку, собираясь брать с нее по 8 злот за поднятие, плюс еще с канатной дороги берут деньги. Ну, то есть как-то мне кажется странно, если вы уже поднялись и заплатили деньги за канатную дорогу, зачем еще платить за площадку? Мы не стали подниматься на эту площадку за 8 злотых, у нас есть дрон, поэтому мы посмотрели все через него. Виды, конечно, очень красивые, но такая вот какая-то желание взять побольше денег, оно смущает, потому что сама канатка не дешевая, и как бы человек уже сам заплатил. Ну, это ладно, упустим это. Мы вернулись в город, потому что у нас осталась вторая часть города, которая раньше была городом Бяла. Хотелось посмотреть, я в целом никогда не видела город, который состоит из 2 городов, и у которого есть 2 площади. И я на самом деле влюблена вот в такие города, не знаю, это может быть первый такой, в котором есть и горы, речки, но в смысле сам город расположен очень холмисто, при этом он небольшой. Как вот обычно в больших городах ты примерно понимаешь, как строится архитектура города. А здесь какие-то переулки неожиданные, какие-то повороты, какие-то изгибы, и все это очень красиво. Ну, во-первых, все заставлено везде машинами, что портит вид, и стройкой, и какими-то рекламами. Хотелось создать такую атмосферу уюта, но что-то немножко портило. Причем мы видели некоторые районы, которые уже красиво отстроены, там новая разметка, все красиво и аккуратно. У него был некий упадок в нулевых, но сейчас он отстраивается, как я понимаю, заново, и это интересно посмотреть на что-то, что развивается, а не то, что, то есть, а не на те города, которые, знаете, как приезжаешь, а там только все приходит в упадок, и не видно надежды, что что-то будет исправляться. Тут видно, что Бельска-Бяла, он, походу, сейчас развивается, наоборот, какой-то приобретает новый виток. И напишите, пожалуйста, в комментариях города, если такие еще знаете, которые вот так расположены на холмах, с уютными поворотами, переулками, я обязательно туда съезжу. И не забудьте поставить лайк, если вам тоже нравятся такие города. Вот, мы пришли в центр города Бяла, и центр тоже заставлен полностью стройкой, то есть видно там красивые дома, очень красивые тоже переулки, но все, во-первых, в пыли, и все в стройке. То есть нам, наверное, просто не повезло, мы в неудачное время приехали. Мне город нравится. Это просто, наверное, если как-то закрыть глаза и, не знаю, абстрагироваться от того, что сейчас там везде идет стройка, потому что, правда, переулки, какие-то неожиданные дома везде очень разные, это все очень располагает к себе. Видно, что у Бельска-Бялы, на мой взгляд, это все личное мое мнение, есть какой-то вот характер, свой, так сказать, вайб у города, но ему не хватает также, на мой взгляд, какой-то отличительной черты. Вот, допустим, Краков. У Кракова есть легенда про этого дракона. И Краков отлично это использует. Как он это делает? Он там всю сувенирку красивую делает, связанную с драконом, со своими мифами и так далее. То есть праздник есть в эту честь и так далее. Город Бельска-Бяла, я на первый взгляд, может быть, я не глубоко копала, потому что я специально сильно много не читаю, чтобы поймать непредвзято атмосферу города, и как бы то, что увидела, то и увидела. Город Бельска-Бяла, я не почувствовала в нем какой-то отличительной его конкретной черты, кроме того, что это город, состоящий из 2 городов. Ну и помимо того, что это город, который производил самые известные мультики, на котором, собственно, я выросла, это Лёлик-Болик и Пёсик Рекс. Раньше это был такой ткаческий город, там еще в каких-то там древних веках, он славился своими производством тканей, потом и другими производствами, но в целом у него лейтмотивом через историю этого города идет тканевое производство, какие-то, может быть, узоры красивые и так далее. Что напоминает об этом городе? Есть дом ткача, но суть понятна, что один старый музей дом ткача, на мой взгляд, маловато. Во мне сейчас, возможно, говорит старый пиарщик. Вот когда я приезжаю в какой-то город, мне хочется купить что-то местное и прикольное от этого города, что его как бы символизирует. Было бы здорово, не знаю, если были бы какие-то сувенирки. Если они есть, и я их не нашла, напишите об этом в комментариях, если ошиблась. Где продавались бы, может быть, шоперы с их
тканями, может быть, какие-то красивые узоры, может быть, городу не хватает какого-нибудь производства, также возобновить ткани, и там было бы свое модельное, не знаю, прекрасная школа модельеров, допустим. И это был бы новый вид для города, новое вливание денег и так далее. То есть, в принципе, на этой идее про ткачество можно было бы здорово ехать, и много чего из него можно было придумать. Но это такое, знаете, просто то, чего лично мне кажется не хватает, потому что здорово, когда город ценит свою историю и ее как-то культивирует, и на этом продолжает и зарабатывать, и как бы экономику свою поднимать. То, что я смогла увидеть за день, у меня впечатления очень интересные от города, потому что интересно посмотреть немножко другую архитектуру, немножко другие постройки домов. И это как бы расширяет такое понимание о том, как выглядит Польша. И мне было интересно, город красивый. Я бы с удовольствием туда приехала, когда закончились бы все строки, посмотреть, как все-таки, как немножко прибрали, что ли, город. Было бы здорово посмотреть, потому что у него есть свой характер, и в нем приятно проводить время. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо всем, кто поддержит этот канал, спонсорам, кто нажимает кнопку «Спасибо». Кто еще этого не сделал, можете это сделать. И не забудьте подписаться. Берегите себя.